Есть джакузи, и сегодня вечером мы попробуем нагреть эту воду и там кайфануть. Не успели снять. Наташа стояла ниже, да, и ее просто облила полностью этой струей. Здесь такой запах сероводорода из-под земли. Там есть разные игрушки, нарвалы. Мне это мыло покоя не дает, я его возьму обязательно. И Асе тоже. Позади нас оно просто все бурлит. Я просто зашла и фиганула с карты $150. У нас все в порядке. Как ручка твоя? Нормально. Не болит? Начинается наше большое путешествие. Рано утром мы выехали из Одессы, и уже на следующее утро мы были в Польше, в городе, в котором я до этого не была ни разу. Мы в Варшаве, и Варшава очень красивый город. Я думаю, что мы сюда обязательно еще вернемся летом. Помните, как когда мы во Вьетнаме были год назад? У нас в Варшаве всего пару часов, поэтому мы немного погуляем по старому городу и все. Символ Варшавы – русалка. По легенде, русалка вышла из Вислы, чтобы защищать город, а ее изображение находится на всех памятниках и на гербе Варшавы. Это колокол в старом городе в Варшаве, и нужно потереть его и загадать желание. А еще это единственный город в Польше, где есть метро, которое открыли в 95 году. Мы сейчас едем в аэропорт, и вечером поздно у нас вылет. Мы будем лететь из Варшавы в Рейкьявик. Мы смотрели, что можно отсюда Алису привезти. Это вот, игрушка Желика стоит 2000 гривен. 2000 гривен за вот эту вонючую маленькую устрицу. Поэтому дорого, да. Вот это очень дорого. Прямой рейс из Варшавы в Рейкьявик проходит через Балтийское море, Скандинавию и обычно на Дании и Норвегии, и Норвежское море. Расстояние составляет около 3000 километров, а время в пути примерно 5-6 часов. Исландия встретила нас снежком, -2 и лед. Сижу, разбираюсь Так, я готова с новой їхати. машиной. Якщо ви готові їхати, то погнали. В нас пише, що так година 37, година 40. Подивимося. Але будемо дивитися. Він такий не має бути прям злий. Ну что, мы выехали, сейчас почти 2 часа ночи, часа полтора нам ехать до нашей виллы. Передвигаться по Исландии мы будем на 3 джипах, и я водитель одной из машин. В моей машине еще 3 человека, ну и в каждой машине также по 4 человека. Нас очень много, и мы большой компашкой. Вот так вот мы все подъехали, сейчас вещи позабираем и размещаться. У нас есть всего пару часов, чтобы отдохнуть с дороги, и утром подъем и вперед покорять Исландию. Это наша гостиная, где мы будем собираться уютными зимними вечерами. Тут у нас кухня такая общая, и мы будем готовить самостоятельно. Это наша комната с Таей и еще с одной девочкой. Тая вот там будет наверху, я внизу. И здесь у нас на 3 получается душ. Мы идем попробуем вздремнуть, потому что уже 5 часов утра, и спать нам осталось буквально пару часов. А на завтрак мы соберемся вот здесь за этим столом, обсуждать наши планы.
Ну что, всем доброе исландское утро. Девочки завтракают, а я ранняя пташка, я уже поела и вышла. Сейчас хочу выйти на улицу, покажу вам этот нереальный вид из нашей виллы. Здесь у нас есть вот такая большая веранда, как терраса. Она закрытая под стеклом, а там зима бушует. Ого! Просто что-то невероятное. Здесь у нас такой, как джакузи. Посмотрим на днях, может быть, наполним его и будем балдеть. Снег идет. Мы живем просто в нереальной локации на берегу красивейшего озера. Идем. Сегодня мы весь день проведем на гейзерах. Поедем с вами к красивому водопаду. Ветер задувает мои слова. Я не знаю, будет ли слышно. Вот. Ну, погода просто такая непривычная вообще для нас, потому что мы уже были в Одессе в весне в какой-то. У нас на вилле живет 13 человек, и мама водитель одной машины. В нашей машине всего 4 человека, и в остальных, ну, примерно столько же. Это наша первая такая северная страна. Я еще не знаю, понравится нам или нет такой опыт. Мы живем вот на вот таких виллах. Я вчера немножко показала вам в темноте. Сейчас пройдем во двор. Здесь есть такая зона отдыха, ну туда просто не пролезть из-за сугробов. И там вдали, я уже утром тоже показывала, бегленько, есть джакузи. И сегодня вечером мы попробуем нагреть эту воду и там кайфануть. Все машины арендованы в аэропорту в Кефлавике, и это внедорожники, потому что иначе здесь не получится. Нужна проходимость хорошая. Снега и метель нас ждут. Исландия – это уникальная страна льда и огня, где более 90% энергии получают из экологически чистых источников, а 11% территории покрыто ледниками. Это остров вулканов, их здесь более 100, а население меньше, чем в небольшом американском городе, где нет армии, комаров и привычных нам фамилий. Исландцы используют систему отчеств – сын, дочь такого-то, поэтому в телефонных справочниках люди записаны по именам. Многие жители здесь верят в эльфов, и в стране есть такие места, где строительство дорог специально меняли, чтобы не потревожить подземный коренной народ. Эти все люди собрались здесь, чтобы увидеть, как этот гейзер вырывается из-под земли. Ветер очень сильный. Гейзеры Исландии – это уникальное природное явление, сосредоточенное в геотермальной долине Хаукадалур. Именно исландский большой гейзер дал название всем подобным источникам в мире. Мы сейчас с вами находимся возле самого активного гейзера Стракюра, который извергает горячую воду на высоту 20-40 метров каждые 10 минут. И вот весь этот народ вокруг стоит с включенными камерами и ждет, когда же этот гейзер извергнется. Я уже 3 раза выключала камеру и вот боюсь пропустить этот момент. Ну блин, я так и знала. Не успели снять, да? Как всегда. А я нет. Наташа стояла ближе, ее просто окатило этой горячей водой полностью. Сейчас подойдем ближе вот к этому дымящемуся из-под земли второму гейзеру. Здесь такой запах сероводорода из-под земли. Позади нас оно просто все бурлит.
Хочу показать еще раз количество людей, которое поднимается и ходит здесь по этим гейзерным тропам. А еще здесь очень скользко. Здесь сувенирный магазин на выходе, очень много изделий из лавы. Мне сюда нельзя заходить. Я уже тут Алисе присматриваю подарочки. Вика пошла посмотреть, что там делается у водопадов, а мы зашли в сувенир. Мы зашли в сувенирный, потому что там водопад может быть в нулевой видимости. Ничего не видно, и я не знаю, пойдем мы туда или нет. Но я-то пойду. Что необычного везут в подарки из Исландии? Вот сувенирчики из лавы, свитера шерстяные, шоколадки, лавовый хлеб обязательно купите. Я вам его чуть позже покажу, когда мы будем в супермаркете. Несмотря на очень суровый климат, Исландия – одна из самых безопасных стран, где дети могут гулять без присмотра, а дома часто не запирают. В стране нет ни одного Макдональдса, а до 1 марта 1989 года пиво было здесь запрещено. Кто не знал, Рейкьявик – это самая северная столица мира. Ветер! Я не знаю, какие дни будут следующими по погоде, но сегодня это просто какая-то жесть. Я себе хочу взять вот такую красоту. Мы зашли в сувенирный, мы думаем взять. Там есть разные игрушки, нарвалы. Эти, вот я просто обычно с поездок привожу именно морских, поэтому, наверное, все-таки не птицу тут, Носки с этими птичками везде. Вот такие шоколадки, очень красиво упакованные. А соль? А это соль вулканическая, да. Смотри, ход лава, Ага. белая соль, горячая лава. Класс. Что там дальше не вижу? Вулканическая соль и соль с... Но я думаю, что вот эти все шоколадки мы возьмем в Рейкьявике, когда будем уже в последний день. Сейчас не будем набирать. И я не могу удержаться, чтобы не купить Алисе этого кита. Он просто обалденный. Только ты его вообще-то вверх ногами держишь. Здесь даже есть подушки с этими птицами исландскими, с китами и с извержением вулкана. Мне это мыло покоя не дает, я его возьму обязательно. И Асе тоже. Очень много украшений из лавы, браслетики, но оно все такое хрупенькое, на лесочке. Тая вот такой на Мадейре разорвала. А еще покажу на Мадейре. А где? После Мадейры, да? А еще вот такие есть украшения на шею, серьги и кулоны. Но тоже очень дорого. Вот получается в исландских кронах цена. Мы выходим из сувенирного магазина. Наташа вон стаи уже побежали. Все, до машины мы добежали. Мне в такие магазины заходить нельзя. Я просто зашла и фиганула с карты $150.
Мы сейчас заедем в еще одно очень интересное место посмотреть на исландских лошадок. Эта порода была завезена первыми поселенцами из Норвегии в 9-10 веках. И вот эти лошади живут без конюшен на улице в условиях сурового климата. Это уникальная древняя порода, сохранившаяся в чистоте благодаря более чем тысячелетней изоляции. Дружелюбные лошадки небольшого роста. И если какая-то лошадь покинула остров, например, для соревнований, она никогда не сможет вернуться обратно. Это сделано для защиты породы от болезней, от которых у них нет иммунитета из-за многовековой изоляции. И в Исландию запрещено ввозить других лошадей. У них крепкое здоровье. Живут до 40-50 лет. У меня море удовольствия от этих лошадей. У нас на эти 5 дней, которые мы здесь проведем, запланировано множество красивых локаций. Но я вас уверяю, что чтобы увидеть всю Исландию, и месяца не хватит. Со стороны просто невозможно поверить, что вот это вот небольшое исландское море имеет температуру кипящей воды. Наш первый день в Исландии встретил нас каким-то таким страшным, нереальным ветром. Это такие порывы сумасшедшие, которые просто сносят людей с дорожки. Я пару раз просто стояла на этом льду, и ветер, толкая меня в спину, вез по этому асфальту с большой скоростью. Звук пришлось убрать, потому что просто ничего не слышно. Мы пытаемся подняться к вот этому кратеру вулкана. Это настоящий кратер вулканический. Я сижу здесь, на этой высоте, и, смотря вниз, у меня просто захватывает дух. Я еще не знаю, что через несколько минут произойдет то, от чего я буду очень сильно плакать. В этот момент тренер Алиса присылает мне вот это видео, что Алиса на тренировке. Через минуту она сорвется с полотна. Алиса ломает руку, и Ген решил не говорить мне об этом, чтобы я не нервничала, и поэтому я еще об этом не знаю. Боремся с ветром, чтобы дойти до машины. Наша Оля держалась за столбик в прошлом кадре и просто не могла вылезти, ее сносило в этот овраг. Мы приехали в магазин за продуктами. Вот это вот лавовый хлеб, который изготовляется в лаве. Так интересно, у них мясо продается вот в таких брикетах фасованное. Это типа можно на мангал. Я прям удивлена. Вот такие вот разные штуки запакованные на мангал. Здесь столько всего есть, ничего у нас нет. У нас так не пакуют. Просто хочу показать. Здесь вот очень много продуктов, которых у нас нет. Это сыр, он разный. Нам на завтрак его Вика давала, очень вкусный. Пасхальные яйца и шоколадные здесь. Красивые такие, у нас тоже такого нет. Куда это все пихать? Не знаю. Здесь просто целый стеллаж вот таких вот яиц шоколадных, и у нас глаза разбегаются, а денег столько нету. Вообще нету. Мы уже набрали полную тележку, и я думаю, что здесь уже реально $200 на 200, потому что продукты очень дорогие. Потом вам чек покажу. Это еще даже без яйца.
Накупили шоколадок на подарочки. И вот в этот момент мне приходит СМС от тренера о том, что как Алиса себя чувствует после падения, что сказали врачи. И у меня начинает колотиться сердце бешено, потому что тренер была не в курсе, что папа решил от нас это скрыть. У нас все в порядке. Как ручка твоя? Нормально. Не болит? Ты умница?